В этом видео разберем, на какой бирже можно приобрести токены ECLD и Matic, затем перекинем эти токены на свой горячий кошелек MetaMask и наконец разберем, как добавить ликвидность на платформе QuickSwapDex, за что и будем получать вознаграждение. Тайм-коды под видео. На данный момент, февраль 2024 года, доступна пока что одна биржа для покупки монеты eCloud, она же ECLD. Это биржа Bitmart.com. Видео достаточно подробное, но мы не будем проходить максимально пошаговую инструкцию. Я думаю, что большинство людей сами справятся и смогут зарегистрироваться на бирже и при необходимости пройти KYC. Но если вдруг вы еще не зарегистрированы на этой бирже, вы можете воспользоваться реферальной ссылкой в описании под видео или просканировать QR-код для установки приложения. Это даст вам и мне бонусы на комиссии и прочие плюшки при депозите на биржу. Впрочем, после регистрации и завода денег на биржу, к примеру в USDT, я бы рекомендовал приобрести совсем немножко биржевой токен BMX, за счет которого вы сможете экономить на комиссиях. Для этого вам необходимо навести или нажать на иконку своего аккаунта и кликнуть на ползунок, где написано «Использовать скидку в BMX», скидка 25%. Но это не обязательное действие, вы можете обойтись и без этого. Хочу еще отметить, что сейчас мы поговорим о полигоне 1.0, если это корректно говорить так, и токене Matic. Но с появлением, обновлением и объединением сетей появится полигон 2.0. Токен Matic будет обновлен на токен POL, который станет единым активом всей экосистемы. Разработчики говорят, что токены просто конвертируются автоматически из Matic в POL, поэтому поводу для беспокойства пока что нет. Итак, переходим к главному. Нам нужно иметь примерно одинаковые пропорции в долларовом эквиваленте, как ECLD, так и Matic, для того, чтобы могли добавить ликвидный пул. То есть, к примеру, $100 Matic и $100 ECLD. Заходим на биржу в закладку «Торговля», «Спот». Вверху слева выбираем пару ECLD USDT, выставляем ордер на покупку. Можно выставить лимитный ордер и выбрать точно, по какой цене вы хотели бы купить токен и в каком количестве. Или купить по маркету, просто выбрав количество, сколько вы хотите, на какую сумму купить. По рынку. Это значит средняя текущая цена при наличии ликвидности в стакане. Не боясь, что ваш ордер может не заполниться, как это может случиться при лимитном ордере. Это является самым быстрым способом, и если вы видите, что в стакане хватает продавцов на ту сумму, которую вы хотите приобрести, с этим нет проблем. Нужно помнить, что комиссии за сделку тоже немножко выше, если покупать по рынку, маркету. Если вы хотите купить сразу много токенов на большую сумму, то надо помнить, что может произойти проскальзывание и некий памп монеты. В моем случае я выставил по лимитному ордеру на покупку ECLD и жду, пока ордер исполнится. Далее переходим к паре Matic USDT и делаем все то же самое. Покупаем Matic, если у вас его вдруг еще нет. После идем к себе в активы, Spot. Можем нажать на галочку «Скрыть нулевые балансы», и мы увидим все свои активы, которые у нас есть на данный момент. Находим Matic и ECLD и готовимся к выводу данных монет на свой горячий кошелек. Существуют и другие EVM кошельки, которые можно использовать также, но мы рассмотрим на примере кошелька MetaMask. Заходим в MetaMask, логинимся, введя пароль, копируем адрес из MetaMask. Для всех монет и блокчейнов он будет одинаковый в MetaMask, но чтобы вы их могли видеть и они корректно отображались в списке, нам нужно выбрать правильный блокчейн. В нашем случае это Polygon Chain, и отправляем именно на эту сеть. Если у вас его нет, вы можете добавить его через сайт, где есть известные и популярные блокчейны. Блокчейны, другими словами, это база данных. Для этого нужно зайти на сайт Chainlist.org и написать в поисковике Polygon Mainnet. Обычно он отображается сразу справа внизу при заходе на этот веб-сайт. Надо нажать на кнопку «Добавить MetaMask». MetaMask выдаст вам информацию данного блокчейна и попросит подтвердить добавление. Вы нажимаете «Добавить», и он добавлен.
Слева вверху в MetaMask, если вы наведете на стрелочку вниз и пролистаете список, увидите Polygon Chain, он же и есть матик в токенах. Выберите его. Если вы это делаете первый раз, то скорее всего никаких токенов у вас там не будет видно, кроме самого матика. Чтобы добавить токен, вам надо вписать контракт токена, как продемонстрировано на видео. Иногда, конечно, MetaMask сам определяет токены, которые у вас уже есть, и автоматически предлагает вам их добавить через импорт. Но в нашем случае нам нужно добавить мануально контракт. Контракт токена ECLD я оставлю в описании под видео, или вы можете найти его на официальном веб-сайте Eternity Cloud. Итак, с этим разобрались. Возвращаемся к выводу монет с биржи к себе на кошелек в MetaMask. Жмем «Вывести», выбираем пункт «Вывести через сеть крипты». Далее вставляем в ячейку свой MetaMask адрес, который мы скопировали. Перепроверяйте свой адрес, точно ли он вставился, потому что в интернете много всяких фишингов, троянов, вирусов и прочего обмана. Иногда у людей случается, что копируешь свой адрес, но вставляются абсолютно другие адреса или другой адрес. Следите за этим. Рекомендую иметь антивирус. Это ваши средства, и лучше внимательно к этому отнестись. Выбираем сеть, через которую нужно отправить. В нашем случае это Matic, она же Polygon. Далее выбираем, сколько вы хотите вывести с биржи. Вам дают знать, какую минимальную сумму разрешено выводить. И ниже пишут комиссию за вывод или транзакцию. Если все устраивает и все соблюдено, то нажимаем «Вывести сейчас». Показывает еще раз все данные. Подтверждаем, если все правильно. Дальше вводим коды, пароли. Это уже зависит от настройки безопасности вашего аккаунта на бирже. И подтверждаем. Транзакции обычно очень быстро проходят. Возвращаемся на спот аккаунт на бирже. И то же самое все проделываем с монетой ECLD. Выбираем сеть Polygon. Адрес MetaMask тот же. И выбираем сумму вывода. Обычно в течение 3-5 минут монета уже приходит на кошелек. Мы разобрали самый простой способ приобрести токены на бирже и вывести на свой кошелек. Конечно, если у вас есть токен ETHNI, то можно его обменять 1 к 1 на ECLD через swap платформу. Тогда вам не нужно пользоваться биржей для приобретения ECLD. Но вам все еще нужно иметь Matic, в том числе для комиссии, чтобы делать транзакции в этом блокчейне. Переходим к самому главному, к созданию пулу ликвидности на платформе QuickSwap Exchange. Вообще у Eternity Cloud есть вся документация и пошаговые инструкции ко всему, что есть у проекта на данный момент. Вы можете сами ознакомиться и действовать по документации. Она содержит достаточно понятный текст и изображение. Все-таки хочу рассказать немножко о проекте, что такое QuickSwap. QuickSwap выступает как децентрализованная биржа, использующая модель автоматизированного маркетмейкера, сокращенно AMM, для обмена токенами. В нем нет книги ордеров, поскольку пользователи торгуют напрямую из пулов токенов, пулов ликвидности. Пользователи могут связать токен эфир ERC-20 с сетью Polygon и торговать любой парой через QuickSwap с помощью пула ликвидности, один из которых мы и собираемся предоставить. Любой пользователь может создать пул ликвидности, предоставив пару токенов для получения комиссии за транзакции от других пользователей. Пользователи могут торговать монетами без регистрации или выполнения проверки KYC, знай своего клиента. Все, что вам нужно, это кошелек для подключения к платформе и Matic для оплаты комиссии за транзакции. Итак, мы на платформе и заходим в закладку Pool. Выбираем пару Matic и ECLD. Если в поиске не отображается ECLD, вам также, как и в MetaMask, нужно импортировать контракт токена. В данном случае вы можете найти его в MetaMask, вы его уже добавляли. Нажав непосредственно на токен ECLD, далее сверху, где написано ваш аккаунт ECLD через слэш, там есть 3 точки. Нажать туда и выбрать токен Details. MetaMask покажет вам контракт и информацию данного токена. Вы копируете данный адрес контракта и вставляете в поиск в поисковую панель на платформе QuickSwap.
Он должен найти данную монету. Далее выбираем Full Range, то есть весь диапазон цен торговой пары. Опускаемся ниже, выбираем количество монет, сколько мы хотим поставить в пул. Как я уже говорил, монеты в нашем случае должны быть пропорциональны друг к другу по стоимости. Мы нажимаем на кнопку Preview, предпросмотр. И если все правильно, подтверждаем, нажав на кнопку Confirm. Таким образом создается смарт-контракт, вам выдается NFT с ID, через который вы можете найти свой пул. Вы сможете раскрыть данный пул и увидеть, сколько заработано в этих токенах, сделать клайм монет, и эти же монеты можете добавить в этот пул через кнопку Add. Или, если больше не хотите держать пул, то можете его убрать и вернуть свои коины, токены. В принципе, вот и все. Конечно, касаемо диапазона цен, если вы поставите не Full Range, а скажем свои значения или другие пресеты, такие как Safe, Common, Expert, который предложен на платформе, то процент вознаграждения может увеличиться, но также может и выйти из рейнджа, и не будет сочтены пропорции, а также вознаграждение будет максимально снижено или приостановлено. Есть риски, поэтому вам нужно изучить все досконально, и тогда можете играться с этим. Я бы не рекомендовал на данной монете брать маленький рейндж, так как цена монеты маленькая, и если кто-то крупный придет все откупать, вы очень быстро выйдете из начального диапазона и не будете получать реварды, так сказать. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. На этом, пожалуй, и все. Если еще остались какие-то вопросы, ну или есть пожелания, отзывы, пишите в комментариях. А также напишите, какие видеоинструкции вы бы хотели увидеть в дальнейшем. Ну, касаемо этого проекта, например. Ставьте лайк или дизлайк. И всего доброго. Всем профита.